Друзья, всем привет! Меня зовут Мариана, и вы на моем канале Mariana's Home. Давайте перейдем сразу к делу. Сегодня я собираюсь немного реорганизовать пространство на кухне, так сказать, сделать небольшую перестановку. Первое, что я хочу переставить, это наш обеденный стол. Мы живем в этой квартире больше 3 лет, и стол всегда с самого начала стоял вот здесь. Но прежде чем переставить стол, мне нужно сначала все с него убрать и протереть, а также необходимо подготовить место, куда я собираюсь его поставить. Вариантов на самом деле не так много. Я думаю передвинуть его в противоположную часть кухни к раздвижной двери. Здесь у нас стоит небольшой деревянный столик, который, если честно, не очень я и люблю, так как это место скопления всего. Мы сюда складываем продукты и другие вещи. Денис может на нем играть и есть. В итоге стол постепенно стал грязным, а под самим столом скопилось очень много грязи и пыли. Поэтому сейчас я помою и соберу всю грязь, которая была под столиком, и уже затем переставлю обеденный стол. Кстати, если кому интересно, это стол плюс 4 стула мы покупали в Икее. Мы пользуемся им уже больше 3 лет, и вроде никаких неудобств я с ним не припоминаю. Я передвинула стол. И в принципе мне нравится, как все выглядит. А теперь давайте перейдем ко второй части моей глобальной реорганизации кухни. Мой муж кофеман, и поэтому, так как он пьет кофе каждое утро, то я подумала, почему бы не оборудовать у нас на кухне такой кафе-уголок, где я или муж сможем спокойно сварить себе чай или кофе. Чтобы оформить пространство вокруг, за вдохновением я посмотрела Pinterest и нашла пару вариантов, которые мне понравились. И я так загорелась этой идеей, что начала постепенно оборудовать новое пространство для этого. И сейчас я поделюсь с вами этапами подготовки и организации пространства для кофейного уголка. Давайте начнем. Зону домашнего кафе я решила сделать на кухне вот в этой части. Здесь у нас стоит вот такой островок, на котором я обычно и готовлю чай или кофе. Кстати, кто регулярно смотрит мои видео и подписан на мой канал, тот знает, что совсем недавно я расхламляла этот шкафчик и наводила в нем порядок. Если вам интересно, как все красиво внутри разложено по полочкам, то обязательно посмотрите вот это видео. А теперь давайте вернемся к перестановке. Ребят, посмотрите, какая грязь. Так, не переживайте, это никакие не какие-нибудь таракани и какушки. Это всего лишь навсего кофе. Вот это тоже, хотя похоже на какого-то таракана, но нет, это просто... Это просто кофе. У нас, благо, никаких живностей дома нет. И в том углу тоже. Так что я сейчас здесь протру. И все. И даже особенно вот эту, смотрите. Что это? Полупыль, полупаутина какая-то. На розетках тоже. Так что сейчас все здесь протру. И допереставляю. После того, как я протерла всю грязь и пыль под шкафчиком, я поставила его на место. А рядом с ним я решила расположить зону раздельного сбора отходов. Это вот такие большие мусорные пластиковые контейнеры.
Я купила их 3 штуки. В комплекте к ним шли вот такие наклейки. Мне они нравятся тем, что помимо надписи на них нарисована сама картинка, что нужно выбрасывать в тот или иной контейнер. Очень удобно, когда у вас есть дети, потому что они также могут активно участвовать в сортировке мусора. Мы немного отвлеклись, поэтому давайте опять вернемся к зоне кофейного уголка. На мой взгляд, этот островок выглядит недостаточно полно и даже скучно. Поэтому я решила установить здесь полку и потом организовать все необходимое на ней и вокруг нее. Сначала у меня была идея установить полку прямо над этим шкафом. Но так как мы снимаем эту квартиру, то нежелательно сверлить стены и как-то их портить. Поэтому я начала искать альтернативу. Полку, которую не нужно будет крепить на стену. И в итоге я ее нашла. Мне пригляделась вот такая деревянная полка, и размеры как раз идеально сходились с размерами стола. Поэтому я ее и заказала. Полка сделана из дерева, но не обработана. Поэтому прежде чем ее установить, я решила покрасить ее лаком. Затем я нашла вот такие крючки, на которые я планирую вешать кружки. У нас как раз основных 3 кружки, из которых мы пьем чай, поэтому и крючков мне понадобится 3. Давайте их попробуем установить, а точнее винтить в саму полку. Вроде бы получилось, хотя это было не так легко, как кажется. И далее я принимаюсь за оформление полки. Раскладываю вот такие салфетки и расставляю необходимую посуду для приготовления кофе. Еще в этой части у нас нет точечного света, поэтому я нашла вот такую лампу, которая работает от батареек, и разместила ее на трубе, по которой у нас проходит газ. И, конечно же, повесила еще немного цветов. Кстати, эти кашпо из макраме я обычно плету сама. И если кто хочет попробовать научиться и сплести элементарное кашпо, то на канале у меня есть подробное видео, как это сделать. Обязательно посмотрите его. Еще в качестве декора я присмотрела вот такой маленький веничек и подставку под горячее. И хочу разместить их на стене. Поэтому для начала я креплю вот такие деревянные крючки и затем развешиваю на них декор. Вот такой кофейный уголок у меня получился. Как вам моя реорганизация? Что бы вы еще добавили или поменяли в декоре? Я буду ждать ваших идей, комментариев. Обязательно оставляйте их под этим видео. Также не забывайте ставить лайк. Меня это безумно мотивирует на создание новых интересных видео для вас. А также подписывайтесь на мой канал. И увидимся в следующих видео. Пока!